хочется этот. The information card. Когда я женился, я не думал, что такое будет. Итак, по классике нашего жанра мы начинаем с повседневности и чила, чтобы создать свой ритм жизни, и в этот раз мы в Бангкоке. Заселились мы в небольшую квартирку в ЖК, там есть бассейн и спортзал, находится примерно в 15-20 минутах от центра. И это не проблема, так как есть метро и автобусы, так что жилье смело можно брать где угодно, главное, чтобы рядом было метро. Теперь немного о планах. Первое – достопримечательности. Второе – волшебные рынки. И третье – понять культуру, менталитет города. Мы уже были примерно в 5-7 ЖК или отелях. Я впервые вижу парилку. Это очень приятный подарок перед Новым годом. Спасибо Дедушка Мороз, что спроектировал это здание. Что-то я даже подзабыл, как в мегаполисе кататься на метро. Никого не надо беспокоить, там рядом стоит автомат по выдаче карты, выбираете куда ехать, кидаете монетку и погнали. На станции у реки есть такие будки, где продают билеты на лодки, но они продаются еще и у причала. У них также есть свое расписание. Здесь все так же, как в автобусе, нет кондеров, кондуктор, палит солнце, но вид чутка получше. Это невероятной красоты храмовый комплекс является духовным центром тайского буддизма и монархии. Сегодня это крупнейшая туристическая достопримечательность Бангкока, а также место паломничества для набожных туристов и националистов. На участке расположилось более 100 зданий, олицетворяющих 200-летнюю королевскую историю, так что запаситесь временем. И большая часть места архитектуры принадлежит стилю старого Бангкока. На территории тяжко заказать такси и нужно будет ждать около 20 минут, так что можно прогуляться, так как вблизи есть еще множество интересных мест, парки, храмы, здания парламента. Кстати, поймать автобус тоже нелегко, именно поймать, потому что тут нет как таковых остановок, а автобус находится в вечном потоке машин. Не смог словить автобус, тогда угостись травкой. Не знаем. Информации так мало. Сегодня я особо впечатлился, такого храма я еще не видел. А на секундочку мы уже побывали в храмах и на Бали, Пхукете, Малайзии, но это... Аннигиляторная пушка! Храм дракона, на котором восседает величественный дракон и обвивает его. Это буддийский храм, ее нижние 10 этажей открыты для посещения туристам, а в остальных живут монахи. Глубокие смыслы и прекрасные символы сопровождают нас в здании. Духовный рост, отрешение от земного, путь от детства до зрелости. Подняться на самый верх можно через само тело дракона, подниматься где-то 13 этажей, и на каждом этаже тебя одаривают пожелания. Дорога по-настоящему чувствуется как дорога в рай, и с каждым шагом ты дальше от земного. 16 этаж. Любовь. Поднявшись на самый верх, к голове дракона, можно помолиться и попросить только одно желание, чтобы оно сбылось. Если ты сейчас смотришь, значит мое сбылось. При входе в здание дают красные ленты, где пишешь свое имя и завязываешь на самом верху.
Еще я помолился Богу здоровья, чтобы все у меня было хорошо с моим желудком. Опасный склон, потому что довольно крутой, еще бетон неровный, можно поцарапаться, поскользнуться и кувырком долететь. На территории также располагается храм мастера черепахи, но в процессе строительства. Поражает свобода воображения при постройке, нет рамок, ограничений, выглядит это освежающе для глаз. Если я думаю бродить по таким местам, то становится довольно жутко. Там, кстати, где-то бегают фараны, хотел одного подснять, но он куда-то убежал. Небольшой Будда с гонгом, и что я заметил, тайцы с пристрастием относятся к деталям. Может, они не такие качественные, но их много. От этого их творение завораживает глаз и заставляет присмотреться, что больше возбуждает интерес. Кстати, чтобы не быть как эти ребята, проехавшие целый час и не попавшие в здание, приезжайте до 4 часов дня. Там к 3 будет вообще классно. Непонятно, где мы в какой-то пробке застряли. Я голодный. А я голодный. Какой голодный. Это самый центр, гуща событий, эпицентр торговли. Первым делом мы зашли поесть в Platinum Fashion. Тут огромный фудкорт и реально сложно выбрать, где поесть. Цены плюс-минус одинаковые, но разнообразие поражает. И, конечно, на фоне такого разнообразия выбор падает на самые необычные заведения, как это милое кафе. Напиток вообще бомба. Так, теперь погрузитесь в процесс длительного путешествия по целой мультивселенной одежды, обуви. Здесь нет брендов, а только ноунеймы по низким ценам. Здесь точно есть что посмотреть, особенно девушкам. Еще классные и модные одежды, закрой с души. Тут мы платим не с кошелька, а рассудком, потому что это лабиринт. Если вы со второй половинкой, я желаю вам удачи. Но вряд ли она поможет. При таком огромном выборе сложно определиться и можно блуждать в вечность. Благо у нас была цель найти обувь, но от нее мы, конечно же, много раз отвлекались на другие тематики. Так что перед началом такого громадного путешествия решите, что вам нужно взять, а уже закупившись, идите туда, куда глаза ведут. Так вы не убьете время напрасно. Здесь на вас никто не давит и не зазывает. Все по обоюдному согласию. Зато можно поторговаться. Но не везде. Come on, buddy, let's go party. Из-за того, что куда ни пойдешь, постоянно какие-то молы, магазины, такое чувство, как будто ты никогда из них и не выходил. Который сейчас, я не знаю, сколько времени. Когда я женился, я не думал, что такое будет. Я этого не ожидал. Позвоните моей маме. Только я подумал, что это конец, но выйдя на улицу, все началось по-новому. Но не на совсем свежем воздухе. Здесь много мусора, и среди расцветающей архитектуры таятся маленькие невзрачные соревшие остатки прошлых лет. Но это добавляет такой шарм. Уличная еда вообще отдельная тема. Выглядит вкусно и аппетитно. Все в таком живом цвете, еще и испарение от готовки. Слюнки текут. Но еда очень жирная. И то, что в панировке частенько не доготавливается, и вы едите креветки в тесте, которое как плавленый сыр. Представили? Пробовать стоит, но не на постоянку. Кстати, смотрите всегда на цены такси, когда возвращаетесь домой. Не будьте уверены, что такси будет дороже метро. Только когда мы сели в поезд, я решил самоутвердиться, что мы сэкономили, но такси оказалось дешевле и быстрее. Бангкок – классное место для жизни. Ты живешь в мегаполисе, где есть все блага для интересной и насыщенной жизни. Множество компаний с глобальным охватом. Одно но – это язык. Здесь во всех приложениях такси все на тайском. Заказать еду – все на тайском и без перевода.
Мало кто из местных знает английский и довольно тяжко взаимодействует с людьми. Ну, а тайский учить как-то не хочется. И настолько сильно оглушило, даже еле слышится свой голос. Кстати, оказывается, это была учебная тревога. А сейчас направляемся в новый храм. Вообще, храмы все одинаковые, храмы как храмы. Из-за этого мы стараемся выбрать несколько, но самых стоящих. Храм утренней зари, индуистский храм, состоит из 5 башен. Главная башня высотой 80 метров. Считается, что это самая высокая пагода в стране. Ее окружают ступы поменьше. Они символизируют священную гору Меру, индуистский центр мироздания. Я бы сказал, здесь слишком много народу. Когда поднимаешься наверх, попадаешь в пробку между узкими проходами. Здесь много и долго фотографируются, одевая традиционную одежду. Ее также можно арендовать у входа. В следующий раз нужно тоже попробовать. Много и довольно наглые, поторапливают тебя, чтобы ты быстрее проходил. Довольно неприятные отношения, но здесь очень красиво. Моллы в Бангкоке вообще отдельная тема. Кажется, я про все так говорю. Их много и они все разные. Central World самый большой. В первый раз мне так интересно в молле. Он очень интерактивный и как будто принимаешь участие в жизни самого молла. Садик, школа, свадьба, маленькие бэйби-моллы. Папочка, я вот заработал деньги. Как бы они ни пытались менять галоши, галоши остаются галошами. Много крутых брендов, разной интересной техники. Меня вообще поразил этот умный замок и эти умные шторы. Конечно, я знал, что такое есть, но когда я их увидел, если они классно выглядят. Гонщик нелегальный, видишь на всей скорости. Это делает поход очень интересным, незабываемым. Ты не просто шмотки какие-то выбираешь, а реально проводишь интересное время. Столько милых и интересных вещей. Вот ты в музее, и тебя есть чем удивить. Вспомните, в каком молле вы еще такое видели. Видела? И там. В общем, я сказал Саше, чтобы она выбрала здесь любого парнишку. Я также постригусь и сделаю такой же стайл в одежде. Так, ясно. Это фудкорт, от которого также разбегаются глаза. Японская, корейская, китайская, локальные кухни, множество лавок с вкуснейшими и разными напитками. В следующий раз нужно будет прийти с утра, чтобы попробовать все. Для того, чтобы покушать, нужно закинуть деньги на свой билетик с QR-кодом, но все ларьки с напитками и снастями не принимают этот билетик. Но с него можно снять деньги в том же автомате. Что-то они совсем усложнили. Всегда, когда я хожу в молл, мои цели это техника и игрушки. И таких игрушек я еще не видел. Сначала я подумал, что это создающая компания, но это всего лишь перепродажник. Оригинально все эти вещи от Good Smile. Цены, конечно, высокие, но, какие они классные. И нужно поскорее обзавестись собственным жильем, чтобы начать коллекционировать. Я не знаю, как так получилось, но практически всех персонажей я здесь знаю. Не сказать, что я задрот, а может сказать. Оказывается, в молле были коридоры с ресторанами, и в конце него целая улица уличной еды в современном стиле. Но мы до этого вкусно поели, так что не жалеем. Сильное представление, я смотрел минут 15, пока меня не оттащила Саша. Для женской половины тут есть целый этаж одежды, отдельный этаж обуви, выбор большой на любой вкус. Есть как элитные, так и ноунеймы. Хорошие цены, большое пространство.
Классно. Огромный выбор. Все уже готовятся к Новому году, а на улице целое представление. Разные компании выставляют свою продукцию, раздают напитки и дают поиграть во все это. О, и они еще сходят с ума по Nintendo, оно везде и все в нем. Бангкок также и тусовочное место, здесь много еще таких баров на крыше, но этот краше всех. Интересный вход и инсталляция перед лифтом а-ля American Style 80-х годов. Всех привлекает светящаяся медуза над барной стойкой. И вид со 120 метров, охватывающий весь город. От дресс-кода у меня все как всегда четко. Шорты и сланцы, в которых было стекло, и во Вьетнаме я еще напоролся на гость. Бар здесь дорогой, но стоит заказать на раз, чтобы потом прогуляться и осмотреться. Вид, конечно, на 120 метров из 100. Подведу итоги. Мы тут были всего лишь 2 недели и много чего посмотрели, несмотря на постоянную работу. Скорее всего, это из-за хорошей уютной квартиры, они тут небольшие, но с хорошим дизайном, ну и не так дорого. Также удобство в продуктовых магазинах, удобство транспорта в городе. Хотелось бы здесь остаться, сесть, но языковой барьер сильно мешает. Нет постоянно запальных ребят в костюме, здесь все челово и свободно, под стать образу улиц. Постоянное движение, если влиться в которое, затянет тебя как волной. Сейчас мы уже во Вьетнаме, и тут с самого начала начался такой... Ну, о этой улице красных фонарей и о Вьетнаме в следующих видео. А пока мы готовимся к возвращению в Малайзию, чтобы встретить Новый год. Так что желаю вам всех благ и увидимся в Новом году.